Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 1 по 7 декабря. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать эту яркую и интересную неделю, которая принесет нам очень много результатов, если, конечно же, мы будем действовать. У нас за неделю Луна пройдет знаки Овна, Тельца, Близнецов и Рака, поэтому все эмоции, которые будут у нас на этой неделе, они не будут сложными, но тем не менее у нас с вами полнолуние в Близнецах в ночь с 4 на 5, поэтому здесь, конечно же, свои смыслы, свои решения тоже будут. Будут определенные дни, когда нам будет казаться, что обстоятельства нас заставляют делать выбор, когда выбора у нас, как нам будет казаться, нет. Но тем не менее, какой будет эта неделя у каждого из нас, покажет, конечно же, наша сила воли, наше усердие, ну и стремление. Все будет зависеть от плана каждого, потому что напоминаю, что у нас еще Марс в Стрельце на этой неделе, а это то самое состояние, когда у нас, если нет никакого плана, то мы никуда и не придем. Да, ребят, этот гороскоп подходит для любого знака зодиака, неважно, смотрите ли вы по Солнцу, по асценденту, по Луне, ведь я рассказываю общие тенденции недели. Именно на этой информации я потом и строю долгосрочные прогнозы. Ну что, готовы? Рассказываю. Понедельник, 1 декабря. У нас Луна будет в знаке Овна. Абсолютно гармоничный аспект, прекрасное время заниматься какой-то сложной работой, на которую раньше не хватало терпения. Будет получаться. Хорошее время заняться физическими тренировками. Все, что только расширяет вашу мотивацию. Хорошая неделя для старта. Начинается с этого понедельника. Вот если вы хотели начать, вот этот понедельник будет самое то для того, чтобы начать новый план, чистый лист. Конечно, кто-то ждет еще и Нового года, чтобы начать, но открою вам такой секрет, забегая вперед, что зимние гороскопы близко, и для того, чтобы эту зиму прожить очень даже хорошо, нужно как раз-таки начать с начала декабря, если вы не начали ранее осенью. Понимаете, о чем я. Так вот, 1 декабря абсолютно гармоничный день, который нам даст очень много сил, очень много эмоций, энергии, движения вперед. Начинает у нас как раз-таки складываться с понедельника квадратура Марса с Сатурном, то есть это напряженный аспект, да, когда нам будет казаться, что обстоятельства нас заставляют становиться сильнее, становиться усерднее, делать выбор, зарабатывать больше денег, что нам хочется социальное слово, социальный вес иметь в обществе. Понимаете, я о чем говорю? Когда нам захочется хорошую работу, когда нам захочется себя оценить по достоинству, в том числе. Что же вы думаете, Сатурн у нас отвечает только за ответственность? Конечно, это ответственность. Нужно будет в этот момент принять ответственность за свою жизнь, за свои действия и понимать, что деньги просто так в карман не капают, отношения просто так не строятся в том числе, потому что на этой неделе у нас тоже очень мощная такая энергия Венера в оппозиции с Ураном. То есть это когда мы в отношениях хотим тоже начинать все сначала. И здесь нужно таки посмотреть на характер отношений. Если вы понимаете, что вы просто устали в этих отношениях, то начните искать в них потрясающие, приятные, радостные моменты. Создайте праздник, создайте новые эмоции, внесите культурную, я бы так сказала, окраску в ваших отношениях. Сходите вместе в паре в театр, кино, на выставку. Без разницы. Любая культурная, социальная жизнь для ваших отношений привнесет очень много позитивных настроений, потому что с 1 декабря Венера переходит в знак Стрельца. Что нужно сделать здесь? Ну, конечно же, готовиться к празднику, к отмечанию, совместно проводить время, разговоры по душам, разговоры о высоком, о культуре и искусстве. То есть всю неделю в любовных отношениях, если вы не вносите эту историю в свои отношения, то вам захочется сказать, что мои отношения скучные и неинтересные, я в них жить не хочу. Я хочу найти себе кого-нибудь другого, с кем будет классно и весело, и интересно, вот это вот все. По факту вы хотите все то же самое, но почему-то в этих отношениях заниматься этим трудно стало в какой-то момент.
И нужно найти этот момент и честно себе сказать, почему так случилось. Потому что нам всегда кажется, что если мы выйдем с этих отношений, то там вот где-то будет лучше, но, возможно, мы просто до своего партнера не донесли, чего же мы на самом деле хотим. Так вот, с декабря очень хорошая история. Вот все, чего вам хочется, привносите это в свои отношения. Мотивируйте себя, мотивируйте партнера, и тогда все будет хорошо. Этот аспект Венера-Уран напряженный не будет влиять на вас негативно, вы не будете напряжены, вам не захочется покинуть эти отношения, потому что, тем не менее, хочу сказать, что вот если сейчас все эти кризисы и трудности, смотрите, какое потрясающее, невероятное солнце выглянуло. Если эти трудности все перебороть, то есть в голове у себя просто по полочкам уяснить и понять, почему моя личная жизнь сейчас вот в таком ключе. Тогда как раз-таки эта история начнет работать так, как нужно, потому что и Венера, и Уран в абсолютно потрясающих аспектах с Плутоном, с Сатурном, с Нептуном. То есть это потрясающий аспект на заработок денег. Это не деструктивная история. То есть получается, что вы напряжение в своей жизни как раз-таки нашли ему гармоничный выход, и вы понимаете, что смена партнера не принесет вам в жизнь ничего другого. Вы можете это и здесь сделать с этим человеком, с которым вам понятно, логично и уже комфортно идти по жизни. Вот так это работает. И да, тогда у вас появятся более интересные цели, развиваться самим, становиться яркими, становиться открытыми, становиться дерзкими и понимать, что ваша самооценка готова как раз-таки и к другим результатам и свершениям. И понедельник, 1 декабря, как раз-таки очень важная история к этому. То есть начинайте новый цикл тренировок, займитесь своим телом, здоровьем, займитесь своей речью. Ораторское искусство потрясающе будет здесь работать. Организуйте себе планы и цели. И да, первая половина дня может быть слегка такой активной, дерзкой, но вторая половина дня уже Венера будет в квадратуре с Юпитером, когда мы будем понимать, что нам все-таки хочется в обществе определенный вес, что нам хочется гораздо большего, нам хочется выйти за рамки того, что у нас было ранее. И это такая очень гармоничная история для второй половины дня понедельника. Выходите за рамки, выходите в масштаб своей деятельности. Это тот день, когда сказать себе много хочу и много получу. А если ничего не захотеть, то вторник, 2 декабря, пойдет как раз-таки в сложных напряжениях и эмоциях, потому что во вторник у нас Луна перешла в знак Тельца, и она в квадратуре с Плутоном. Вот нам здесь будет казаться, что мы какие-то бедные, несчастные, что мы ничего не достигли, у нас ничего не получилось. То есть это деструктивные эмоции, которые не будут давать нам расслабиться и отдохнуть. И так бы, конечно, я вас в обычный день, когда Луна в Тельце, отправила всех в спа, расслабляться на романтическое свидание, очень гармонично и спокойно провести этот день. Но сами понимаете, если у вас даже какие-то бьюти-процедуры на этот день запланированы, то энергия эмоций все равно будет вот так бушевать. И да, Луна в квадратуре с Плутоном – это то самое состояние, когда нам захочется в отношениях либо поругаться, либо в работе нам хочется сказать, что мне нужно много денег, и эта скандальная история будет во вторник. Если, конечно же, не понимать, почему все так произошло, и в какой-то момент в работе вы согласились на такие условия. Здесь очертите свои личные границы, уровень своей мотивации. И если вам хочется больше, не постесняйтесь и замахнитесь. То есть вторник – это день, когда мы понимаем, чего же мы хотим. Мы хотим это сами или нам все-таки это как-то навязали. И да, идем дальше. Среда, 3 декабря. Луна по-прежнему в Тельце, но в абсолютно гармоничных аспектах. И с Сатурном, и с Нептуном. С Плутоном еще пока нет, но в оппозиции с Меркурием. День, который заставит немножечко так побегать, поговорить, поразговаривать. Абсолютно болтливый день. Не скажу, что это плохо, особенно вторая его половина. Общайтесь с нужными людьми, коммуникации, разговоры, встречи, сделки, потому что Луна в гармоничном аспекте с Сатурном. Вторая половина 3 декабря и первая половина 4 декабря. Хорошее время для как раз-таки сделок с недвижимостью, движения вперед связаны в сторону своего переезда, смены работы, если вдруг она у вас есть, да, и если вы, конечно же,
составили план. То есть если у вас в голове есть четкий план, куда вы идете, для чего вы действуете. Если действовать хаотично, тогда у нас четверг, четвертое, то есть это первая половина четвертого, у нас Луна в соединении с Ураном. То есть я почему говорю первая половина четвертая, вторая половина третьего декабря среды, и это история, когда у нас будет, вот когда у нас плана четкого нет, мы начинаем вести историю как раз-таки, и это хочется, и то хочется, а может быть и вот так, лишь бы как-то себя проявить и минимально при этом затратить сил. Так все равно не получится, будет только нервное напряжение, поэтому здесь будьте аккуратны. Не распыляйтесь по пустякам, составьте себе четкий план, потому что я могу смело сказать, что на весь декабрь, если мы действуем без плана, это получится очень сложный и тяжелый месяц. Берем книжечку и четко себе пишем, что же мы на самом деле хотим. Все должно быть спланировано. При всем при этом нужно быть очень готовыми к тому, что планы, естественно, это финальный месяц года. Планы, естественно, у нас будут сбиваться. Естественно, это будут постоянные смены. Нужно здесь быть к этому готовым, нужно быть гибкими и понимать, что нужно договариваться. Нормальная история, потому что у нас Уран будет в оппозиции с Меркурием, когда вот у нас все будет быстро вот так меняться, почти весь месяц. Поэтому здесь историю нужно эту четко понимать, быть готовым к нарушению наших планов, к изменениям таким резким. Это не фатально, просто это вот такая данность на этот декабрь. У нас здесь нет ретроградного Меркурия, нет. У нас здесь просто вот такие аспекты. При всем при этом, когда мы будем заземляться и стабилизироваться на план, то есть мы будем понимать, у нас цель вот такая, у нас вот сейчас такое действие мы должны сделать, чтобы у нас в цепочке наших планов все в итоге получилось, как мы хотим. И действовать, не отступать от своего плана, потому что распылиться здесь будет очень легко. Месяц такой, вот такая сила и энергия движника. И да, 4 декабря у нас Луна перешла в знак Близнецы, то есть мы уже с утра будем таки понять, мы, точнее, с вечера среды 3 декабря будем это понимать, потому что Луна сначала встанет в соединении с Ураном, потом она 4 перейдет в знак Близнецы, в ночь с 4 на 5, то есть с четверга на пятницу у нас полнолуние в Близнецах, при всем при этом у нас такой большой квадрат, это напряженные аспекты Солнца, Луны с кармическими узлами. То есть у нас как раз-таки мы готовимся к полнолунию, да, и день полнолуния там 4, ну и 5, у нас в ночь с 4 на 5. Когда мы прекрасно таки будем понимать, что у нас не то, что там иллюзия выбора, да, когда мы будем понимать, что нам где-то нужно быть еще более гибкими для того, чтобы все задуманное нами случилось. А так, 4 декабря, конечно же, день коммуникации, день движения вперед, день больших планов в том числе, потому что Луна в гармоничном аспекте и с Сатурном, с Нептуном, с Плутоном. При всем при этом Луна в оппозиции с Венерой. Не занимайтесь пустыми тратами в этот день, не ругайтесь с женщинами, неважно, мужчина вы или нет. Постарайтесь как можно тактичнее поговорить с женщинами, не портите свои отношения с женским полом. Очень такая хорошая энергия будет здесь. Ну, а все мужское в себе, конечно же, пустите в продуктивное русло, потому что у нас в середине недели уже прям Марс в квадратуре с Сатурном и с Нептуном. То есть эта история может быть как и продуктивной, так и депрессивной. Я при всем при этом говорю, придерживаемся плана на этот декабрь, тогда у нас будут результаты по истечении месяца. Они у нас уже будут на 3 неделе как раз-таки декабря. Если плана не придерживаться, тогда будет хаотичный месяц, будет казаться, что мы хотим сделать многое, в итоге у нас будет такое депрессивное состояние и постоянное ощущение, что мы что-то делаем, как-то распыляемся, но при всем при этом результатов никаких нет, нет ощущения праздника, нет ощущения радости. То есть по факту мы просто как-то вот эти эмоции крутили вихрями и больше ничего. С 4 на 5 в ночь у нас
Полнолуние. Полнолуние в Близнецах. Уже говорила, что у нас будет большой квадрат. Это напряженная квадратура, в которой нам таки станет понятно, куда же мы идем. Здесь не про действия, да, как таковые. Понятно, для того, чтобы совершить большой, мощный план, нам его нужно сначала написать. Потому что у нас Солнце вот во всей этой конфигурации будет находиться в Стрельце. Стрелец – это знак зодиака очень творческий, яркий, активный. То есть это высшая октава знаков огня. И что можно сказать? Это большая мудрость, понимание, для чего будут происходить определенные вещи в нашей жизни, да, при всем при этом наша такая внутренняя часть, но мы всегда все практически живем по Луне, то есть это наши инстинкты. Почему я говорю, что не надо жить по нашим инстинктам? Мне говорят, вот у меня Луна сильнее, я живу по Луне. Ну, значит, инстинкты ваши сильнее. Есть, правда, на самом деле те люди, кому можно жить по инстинктам. Например, если у вас там все остальное в раке, естественно, тогда вы живете по Луне, и тогда ваши инстинкты вас двигают вперед. Но если вы не знак зодиака рака, тогда ваши инстинкты, скорее всего, будут вас делать слабее. То есть если у вас Луна, например, в каком-то знаке, в Плутоне, в Скорпионе, да, то управитель Луны, естественно, является Плутон. И эта история разрушающая, если она напряженная. То есть это всегда неумение расслабиться однозначно. Да? Если у вас Луна в знаке Овна, то вы тоже не умеете расслабляться, но при всем при этом вы очень агрессивны, при всем при этом. Потому что Луна в Скорпионе, она не агрессивная. Агрессивная Луна в Овне, когда вы начинаете в любой непонятной ситуации кричать, ворчать, орать и не можете держать себя в руках. То есть это жизнь по инстинктам. Здесь нужно тогда, конечно же, заниматься силой воли. Если у вас Луна в земном знаке, то вы можете остановиться, рационально подумать, понять, чего же вы на самом деле хотите, какой у вас есть план, то есть вы умеете заземляться в моменте или, как я люблю это говорить, затупить в нужный момент, чтобы не наговорить лишнего, как если бы, например, Луна у вас в Близнецах, и это в любой непонятной ситуации, либо лишнее наговорить, а потом сожалеть, почему у меня так происходит, да, либо это наоборот уйти, быстро выйти из отношений, найти себе еще где-то там кого-то, а потом сидеть и думать, почему вот у меня так в жизни все получается, да. То есть если у вас Луна в Близнецах, в Водолее это однозначно вот так выходит, так, все, я быстренько за дверь ухожу, мне вот здесь вот даже в этом разбираться не хочу. Такая инфантильная, да, позиция. Луна в Весах еще немножечко сомневается за счет знака, окраска знака, сомневается, вот как-то под партнера может подстраиваться, то есть находить компромисс. Не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что это плохо, это очень даже хорошо именно и для себя, потому что когда мы ищем компромисс, другие люди тоже понимают, что мы заинтересованы. То есть в полнолуние с 4 на 5 у нас будут вот такие эмоции, все зависит от наших инстинктов. Понимаете, да, быстренько, вот так коротенько рассказала, почему жизнь по нашим инстинктам, по Луне, она может быть нам вообще не в плюс. Потому что здесь, как правило, всегда наши базовые желания выспаться, поесть, поспать, поговорить, с кем-то что-то обсудить. То есть все в зависимости от знака Луны. То есть и здесь будет такое четкое понимание, у нас у всех будет с 4 на 5 ощущение, что нам как-то вот хочется больше легкости. Нам не хочется ничего решать, вот как-то нам все надоело, нам захочется все высказать это. Естественно, кому? Тем людям, кто нас слушает. Наши близкие, потому что знак Близнеца – это наши близкие люди. Открывайте телефон и смотрите первые чаты, кому вы всегда пишете, если что-то идет не так, не по плану. И эта история, она такая достаточно простая. Просто нужно понимать, что нам нужно больше знания, больше мудрости для вот такого движения вперед. И тогда будем двигать планы, которые мы до этого не подвинули. А так хороший день для нетворкинга, для коммуникации, для знаний, для усвоения знаний, вписаться в какую-то историю поездки. В том числе очень хорошая история в этом декабре. И идем дальше. 5 декабря у нас продолжение вот эмоций полнолуния. Естественно, у нас день полнолуния по факту получается 5 декабря, несмотря на то, что оно у нас в ночь, да, то есть мы, получается, 4 вот эту энергию уже все чувствуем, вот это все настроение у нас, событие складывается. 5 мы, получается, вот с этой историей разбираемся. 5 декабря у нас еще и Луна в Близнецах, но в оппозиции с Марсом, который при всем при этом в квадратуре с Сатурном и Нептуном.
И Луна, собственно, тоже во второй половине пятого, пятницу, как раз-таки вот в таких напряженных историях, когда мы вроде как понимаем, что нужно делать выбор, когда мы понимаем, что это правильно, что это нормально и логично, но при всем при этом у нас возникают депрессивные состояния, нам кажется, что нас заставляют делать этот выбор, что нам вообще этого делать не хочется, и нам хочется кричать, ворчать и агрессировать, потому что Луна в оппозиции с Марсом. Сильные идут в этот день заниматься спортом, сильные наводят порядок и понимают, что так, утром отжались, пробежечка, и пошли делать дела, зная, что если в этот день у вас такая большая мощная сделка, очень хорошая история, большую сделку в этот день сделать. При всем при этом пустить как раз-таки, выплеснуть все эти силы, мощи и энергии в этот день. Потому что следом у нас как раз-таки 6 суббота, Луна перешла в знак Рака, и субботу и воскресенье Луна будет в Раке. При всем при этом в воскресенье Луна будет у нас в соединении с Юпитером. Но в субботу Луна еще у нас будет в далекой квадратуре с Нептуном. То есть это такая история, понимаете, когда нам вот будет такой осадочек после пятницы, то есть утром в субботу будет такое ощущение, что вот как-то вот можно же было сделать по-другому. То есть придет такое чувство сожаления от упущенных своих возможностей. Нормальная такая история, где нам покажется, что мы вот такие маленькие песчинки в этом мире, потому что Луна в Раке всегда такое внутреннее состояние, во-первых, депрессивную окраску дает Нептун, а здесь такое ощущение, Луна в Раке вообще не способна что-то там во внешнем мире вот такое большое, глобальное и по плану сделать. То есть это настроение, когда мы дома спрятались, нам хочется полежать, чаечек, кофеечек, расслабиться и особо ничего не решать. То есть вот в субботу будет такое настроение, кому-то и правда будет нужно отдохнуть, полежать, вторая половина дня без особых движений каких-то, без аспектов. То есть просто полежать, посидеть дома, подумать о своих мыслях, о своих переживаниях. То есть очень важный такой момент. Луна будет в гармоничных аспектах к как раз-таки кармическим узлам. Ну и воскресенье. Воскресенье хочу сказать, что такой очень классный день. Луна в Раке, но при всем при этом в соединении с Юпитером, в потрясающем трине с Нептуном, с Сатурном, с Меркурием, даже с Ураном. То есть здесь, когда мы хотим строить большие глобальные планы, грандиозные проекты, нам хочется большего. И в следующую неделю как раз-таки постройте планы далее на декабрь. То есть что вам хочется? Приобрести недвижимость, что-то делать для семьи, создать праздник, не знаю, провести совместное времяпрепровождение. Очень хорошо. День точно так же хорош для сделок, если у вас здесь как раз-таки все истории есть. И очень хороший день для планирования сделок имущественного характера, движимого имущества, недвижимого. День, когда хорошо принимать решения покупки автомобиля, дома, подписывать документы, все к этому подготавливать, смотреть, выбирать, определиться с тем, что вы хотите. Тем не менее, это очень-очень хороший день, потому что следом у нас идет 8 декабря, понедельник, Луна будет во Льве, а там уже очень такая мощная, такая классная тоже публичная история своей реализации в том числе. Тоже абсолютно гармоничный день, но тем не менее, для того, чтобы продолжать дела, которые вы наметили себе в воскресенье 7 декабря, понедельник, 8 декабря, очень хороший для этого день. Вот такая неделя ждет нас, дорогие. Это первая неделя декабря. Могу смело сказать, как начнете декабрь, так его и закончите. Конечно, уже последняя, финальная неделя уже будет такой вообще на других эмоциях, на других состояниях. Поэтому здесь, конечно же, захочется такой большой замах и масштаб сделать на декабрь. Будет, конечно же, страшно, потому что Лилит всю неделю у нас будет в оппозиции с Ураном. Естественно, что-то грандиозное сделать. Здесь будет история таких внутренних страхов, переживаний. Опять же вам говорю, берем
блокнотик и пишем, для чего мы хотим это сделать. Почему у нас эти страхи? Потому что они вполне логичные, разумные, мы никогда этого раньше не делали, мы боимся мнения людей, мы боимся, что у нас не получится, мы боимся, что мы вложим свои силы, деньги или время, у каждого свое, да, и у нас не будет того результата, который мы хотим. Хочу вам смело сказать, дорогие, у нас всю эту неделю Марс в квадратуре с Сатурном, а это когда мы делаем, мы все равно получаем результат. Поэтому результат у нас все равно будет. И понимаете такую очень важную историю. У нас в очень гармоничном аспекте на этой неделе Юпитер. Очень классная история для публичных выступлений, для работы, для действий, для поездок, для путешествий в том числе, да. То есть если итог по всей неделе, да, конечно, эмоциональная окраска каждого дня, она одна, но если у вас большой такой мощный план, понимаете, какие трудности будут в каждом дне. Зависит от Луны, конечно, да. Но тем не менее, Юпитер очень гармоничный. И Сатурн, и Нептун. Сатурн дает заземление, да, четкость следования своему плану, заставляет следовать плану, обязательства, да. Нептун в гармоничном аспекте, тем не менее, к Меркурию, даже к Лилии, даже к Юпитеру и Урану. Но при всем при этом с Марсом будет давать такое депрессивное состояние или, знаете, такое неудовлетворение, что вот результат не такой, как нам бы хотелось. Нам бы хотелось вот такой масштаб, а получилось не так. Скажу вам смело, с первого раза ничего не получается. Это нормальная история, дорогие, поэтому здесь убирайте иллюзии, включайте вот такую взрослость, и тогда будет хорошо. Заземление нужно, понимать четко и ясно, что если у вас есть уже результат, то это как минимум хорошо, и нужно просто продолжать. Неделя для того, чтобы ускоряться, идти вперед, несмотря на то, что вторая ее часть, уже убывающий лунный цикл, вообще весь этот декабрь, нужно, конечно же, по нарастающей идти вперед, но уже, естественно, будет большое такое размытие с планом. Поэтому не сдавайтесь, держитесь своего плана, и тогда все у нас на этой неделе будет хорошо. Дорогие, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю потрясающей недели. Ну а если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. При этом дата, время, место рождения и ваш вопрос. И тогда я посмотрю вашу натальную транзитную карту и скажу, что же у вас там происходит и чем сейчас нужно таки заниматься, если вы не знаете даже, куда вам пойти. Но вообще должен быть четкий план на этот декабрь для того, чтобы нам вообще куда-то прийти этой зимой. Потому что январь и февраль, они будут такие серьезные. То есть если январь еще попроще, то февраль будет очень серьезный. Кто уже посмотрел свои гороскопы на 2026 год, уже понимают, о чем я говорю. Для кого-то еще не вышел, но скоро они тоже выйдут. Ну и, ребят, по классике в конце актуальной ролики, если вы их еще не смотрели, посмотрите примерное решение. Я надеюсь, что была полезна. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.